I'm very happy to be here with you all in this beautiful and famous city of Moscow. Я очень счастлив находиться в обществе вас всех в этом прекрасном городе, в Москве. Thanks, Lord, I didn't say Roma. Вот. Thanks, Lord, I didn't say Roma. Спасибо Господу, я не сказал в Риме. Because I was just in Roma now, and it's so beautiful city also. По ошибке, случайно, потому что я только что находился в Риме, и Рим это тоже прекрасный, красивый город. This area of the world is so beautiful. Wherever you go, you find beautiful cities, beautiful people, gentle people. Такая прекрасная часть мира. Куда бы ты ни отправился, ты встречаешь ты видишь красивые города, красивые здания и очень хороших, воспитанных людей. And if I'm a little tired, I arrived this morning, and if any one of you wants to ask a question, to ask something that I can help, and I can. Честно говоря, я немножко устал. Я прилетел в Москву рано утром. Если у кого-то есть вопросы, то я буду рад попытаться на них ответить. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Yes, please. Давай. Would you kindly tell me how to get rid of anger and от гнева и от злобы, да? To get rid of anger, of such. I think you're asking a wrong person. Я думаю, что вы спрашиваете не того человека. I'm joking. Я шучу, конечно же. We all have lust, anger, kama, krodha, lobha, matsarya, mada, mohan. This is in Gita, the 6 enemies of the jiva bada, the jiva captured in this environment, illusory environment. Нам всем присущи такие проявления, которые в санскрите именуются кама, кродха, лобха, моха и так далее. 6 тенденций, 6 наклонностей, так называемой бада дживы, обусловленной души. Гнев, yes, одно из них. Так говорит Бхагавад-гита. Мы тонем в этом. Yes. Sorry, sometimes I say something like short and in Russian becomes like, then that's why I interrupt you. We are drowning in it. Yeah, you said already. Мы тонем в этом. Okay. Yes. We are drowning in these 6 enemies. Every jiva soul here, we are drowning all the time. And then when we are not drowning means I'm getting some pleasure. Мы тут тонем в этом болоте, образно говоря, или мы постоянно осаждаемы этими 6 врагами. Но когда мы не тонем, то мы черпаем в этом удовольствие, наслаждение. Srila Govinda Maharaj gave the example when a gangster get an enemy and drown his head in the water and hold. And the man try to get out and he holds. Then by 1 second, then again, when the man does, he's enjoying. Шрила Говинда Махарадж рассказывал, имел обыкновение приводить такой пример. Пример бандита, который пытает свою жертву водой, то есть хватает его за голову, эту голову опускает в воду, человек задыхается. Затем, когда ему уже окончательно не хватает воздуха, он посинел, гангстер его голову поднимает на поверхность, и человек вдыхает воздух. И вот тот момент, когда он судорожно вдыхает воздух всеми легкими, это и есть момент наслаждения. When we are drowning means when the gangster, Maya, drowning us in the 6 enemies, Kama, Krodha, Lobha, Matsarya, Mada, Mohan. Then we are drowning all the time. Sometimes a little freedom means I'm enjoying, I'm getting some air. But regularly our life is always drowning in with these 6 enemies. Майя, сила, вводящая нас в заблуждение, подобна этому бандиту. Большую часть времени мы находимся, как в этом примере, образно говоря, под водой, наши головы под водой, и мы задыхаемся, нам не хватает воздуха. Мы осаждаемы этими 6 врагами, этими тенденциями
гнев, зависть, жадность, вожделение и так далее. But our gurus, they gave a solution. Но наши гуру дали нам решение, выход. Just get rid in the full extent as you can about the master mentality. I'm the enjoyer. Они говорят нам, что суть в том, чтобы избавиться от умонастроения наслаждающегося, от ментальности такого рода. Представление о том, представление, идеи «я наслаждаюсь». If you check Bhagavad Gita again, where anger comes from where anger comes? Если вы будете читать Бхагавад-гиту, то что сказано на странице Гиты об источнике гнева, откуда он берется? Anger is coming from lust. Гнев происходит из-за похоти, вожделения. Generally, when we understand this lust as something just between male and female stuff, but it's not like that. It's like all the conception of enjoying in my mental system. When I'm not the enjoyer, when I'm frustrated by my idea of enjoying, then I get angry. В расхожем смысле мы понимаем вожделение как влечение полов, но это лишь один уровень этого явления. Гнев возникает тогда, когда любое мое желание, сексуальное или иное, любое мое желание как таковое не исполняется. So who is the enjoyer? Вопрос в том, кто наслаждается, кто наслаждающийся. And where is my relation with the enjoyer? И каковы мои взаимоотношения с наслаждающимся. More you can clean your system from to be an enjoyer, more you go higher. No, two ghosts that Чем больше мы избавляемся от этой тенденции, очищаем свое существо от склонности считать себя наслаждающимся, началом, тем выше мы поднимаемся. two ghosts holds us in difficult position: exploitation and renunciation. Существует два, как их называют, дух или привидения, два врага, и эти враги суть эксплуатация и отречение. And it seems very easy when we speak about this, but it's very hard to avoid those two ghosts. Когда мы говорим об этих вещах, кажется, что преодолеть, превозмочь этих врагов легко, но на практике, в действительности, избавиться от этих двух врагов крайне тяжело, крайне нелегко. The only medicine is selfless engagement in divine service. Единственным лекарством служит вовлеченность, участие в божественном служении, лишенная деятельность такого рода, лишенная корыстных мотивов. Not mechanical engagement. И речь не идет о механическом Trying to get some bargain. I do my things here, but I want to be happy there. I want to have a nice husband. I want to have nice kids. I want to have a nice car, a nice house, and so and so and so. This bargain doesn't helps in some ways, but it's not the target. Речь не идет о некой сделке с Богом, когда человек служит высшему началу для того, чтобы иметь благо или счастье этого мира. Я служу Богу для того, чтобы Господь послал мне мужа, жену, детей, дом, имущество и прочее, прочее. Такого рода сделка имеет место быть на определенном этапе, но не является целью. So diving deep into reality means to the extent that you're gonna find the highest type of service. This is the conception of Srila Sridhar Maharaj dive deep into reality. Глубоко погрузиться в реальность — это одна из идей, одна из концепций Шрилы Шридхара Махараджа. Глубоко погрузиться в реальность означает обрести служение высшего порядка, чистое служение, чистую преданность. And who are those devotees, more exalted devotees, and what kind of service they're doing? И кто эти чистые или высокого уровня, возвышенные преданные, и какое служение они совершают? It's a long way. It's almost impossible for us because we are tiny jiva souls, but by the mercy of the Lord, by the mercy of His devotees,
we can start our journey, and we can proceed towards that realm. Нас отделяет от того измерения, от тех личностей, о которых идет речь, чистой преданности, чистых преданных, огромное расстояние. Но все же милостью этих преданных и Господа мы можем начать путешествие. So work in your foundation. Spiritual life needs foundation. Движение к цели. Поэтому необходимо работать над фундаментом. Духовная жизнь нуждается в основании, в фундаменте. And this foundation will make you stick to the plan. This foundation will make what? You stick to the plan. Stick to the plan. И когда наши ноги зиждутся, покоятся на этом основании, то когда есть это основание под нашими ногами, то мы можем придерживаться плана. Because I'm telling you, so many things now can be very nice. A small mouth talking about so big things can be very nice, but very difficult to apply day to day forever. Я могу сейчас говорить вам многое. И, как говорит пословица, это высокие речи, исходящие из маленьких уст. We want forever. Но речь идет, это высокие, красивые идеи, но речь идет о том, чтобы жить ими, пытаться идти в этом направлении изо дня в день. We don't want for tomorrow, for today, or for 1 week. We want forever. Речь идет о вечности. Это движение не предназначено быть уделом одного дня или недели или месяца. Речь идет о вечности. We are sons of nectar. We are child of nectar. We want nectar. Мы дети нектара, мы сыновья и дочери нектара, и мы жаждем единственно нектара. You want nectar? Вы хотите нектара? So stick to the plan. Поэтому придерживайтесь, идите в этом направлении. Whatever it takes. Придерживайтесь правила этого плана движения. People want nectar, but then when you ask them to give a little bit of the small finger, they don't want nectar anymore. Люди, казалось бы, люди с одной стороны хотят нектара, но когда ты просишь их пожертвовать ради достижения этого нектара буквально пятью, буквально малой толикой их удобства и так далее, их комфорта, они отказываются. Well, we are not asking anybody's finger anyway. Мы не просим никого о пожертвовании, пусть даже самым малым. But what the Lord is asking us? Но о чем просит нас Господь? He is asking our heart. Он просит нас, Он хочет нашего сердца. He's not asking your property. Он не хочет нашей собственности. He's not asking anything, even if you are qualified or not. Его даже не интересует наши качества, их наличие или их отсутствие. Lord Nityananda, He's so merciful in the form of Guru. He's not like, you apply, then you come in a desk and someone start interviewing you. Never happened in my life. I saw that in our line. Господь Нитянанда — воплощение милосердия. Он изначальный гуру. И он не ведет себя как строгий школьный учитель, который вызывает испытуемого кандидата к доске, дает ему задание и уже затем решает, достоин ли он продолжать обучение. Я никогда за всю мою жизнь не сталкивался с подобным. Who wants? Он просто, Господь Нитянанда, Ади-гуру, говорит, кто хочет? Он спрашивает, кто хочет? I want. Я хочу. Come. Иди, получи. Chant Hare Krishna and be happy. Повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Hippie, будь ты хиппи, businessman, будь ты коммерсант, workers, рабочие, vagabonds, бродяга, бомж. Whoever wants, Lord Nityananda is giving free. Кем бы ты ни был, Господь Нитянанда дает это, дарит это явление свободно. But He's asking something in exchange. Give your heart. Но Он просит нечто взамен, и это нечто есть сердце. And what means give your heart? When you are doing some Yes, Maharaj, please, go on. When you are doing some service, someone do something that doesn't please us in the community, then you give her back. I'm not going back to that place anymore. I'm very offended. А что значит отдать свое сердце? Отдать свое сердце означает, что ты пытаешься жить в обществе преданных и заниматься преданным служением, и кто-то в этом сообществе тебя оскорбил, и ты поворачиваешься спиной и говоришь, это место не для меня, здесь меня оскорбляют и обижают. Then Bhagavad Gita is teaching us how to give our heart. Бхагавад-гита учит нас тому, как отдать сердце.
That's what Krishna is telling. He is teaching us how to give full. Sarvadharma Parityaja is the beginning of everything. Этому учит нас Кришна в Бхагавад-гите. Сарва Дharman Паритьяджа, он призывает нас оставить все и отдать ему самих себя. И это начало. Then, from the bottom of this universe up to the top, lust in different degrees, lust, anger, and so on, will be there. But you stick to the plan. You don't stop. Because you fail. Today I'm telling you, how to proceed, but tomorrow I can be very angry. But I won't give up because I'm angry. Эти тенденции присущи живым существам, где бы они ни находились. Все обитатели материального мира, от, так сказать, самого низшего уровня до самого высокого, им присущи эти тенденции: вожделение, гнев, зависть, жадность, безумие и прочее. И речь идет о том, чтобы, как было сказано выше, придерживаться плана, намеченного плана, то есть сохранять постоянство. Я понимаю, что сегодня я могу быть свободен от, скажем, вожделения или от гнева. Завтра я буду осаждаем этими врагами, я буду испытывать вожделение, гнев и прочее. Но я буду продолжать мой путь завтра, послезавтра и так далее. So let's not think for today or for tomorrow. Let's think for forever. It's forever job. Давайте не мыслить в категориях сегодня или завтра, но давайте будем мыслить в категориях вечности. If you understand this is работа, excuse me, I have said it. Работа навсегда, да. If you understand this is forever's job, then you relax a little bit. This is forever. I don't care. Whatever comes to me as blessings, I will accept, but I will not give up what I came to do. Если вы понимаете, что это вечное, это план на вечность, это работа, труд, который нам предстоит совершать в вечности, тогда, если мы это осознаем, мы сумеем где-то расслабиться и стать спокойными. Мы понимаем, какие бы испытания ни приходили, как бы ни менялось наше текущее настроение, мы будем идти к цели. Maybe it's not to happen in few weeks, in few years, in few lives, or millions of lives. We don't care. Because we are trying to please our guru, and we will try to just to stick to the plan and never more give up what we came to do. Возможно, это достижение не придет к нам за одну неделю, естественно, за жизнь, за миллион жизней. Это может быть вопрос очень-очень далекого будущего, но нас это не беспокоит, поскольку у нас есть решимость идти в этом направлении, удовлетворяя гуру и преданных, идти в этом направлении, сколько бы времени не потребовалось. So, learning the foundation and giving attention for the foundation, it's very helpful. Because when you are sad, oh, I'm very sad, I'm not going to the temple today. Or if you live in the temple, I'm very sad, I'm not going to Mangalarat today. Or if you're sad, oh, I'm not going to do my job, whatever service it is. But then you read in Bhagavad Gita, Sukha Dukhe Same Kritvala Balabo Jaya Jaya. This is basic, this is foundation. Then you remember what the Lord told Arjuna. Just fight. I cannot translate properly in English, but the Lord is telling Arjuna, just fight. Fight because this is your duty. You are not the Lord. Just fight. That's, it doesn't matter if you're happy, because sometimes we are too happy. Oh, sorry, I forget completely. It's okay, Maharaj. I'm just... Wow. So, речь идет о том, что мы должны пытаться сражаться, как Кришна призывает Арджуну в Гите, на странице Гиты, он призывает его сражаться. Он говорит: ты воин, твой долг сражаться. Также и мы можем иногда быть счастливы, иногда мы несчастны, иногда мы расстроены. Нам не хочется, если мы живем в храме, вставать на Мангаларате, потому что нас кто-то обидел, у нас дурное настроение. Или нам не хочется выполнять наши обязанности, те или иные, идти на работу. Но мы должны отбросить это и сражаться подобно воину, который просто выполняет свой долг. It's like fame or infame. Слава Also, и it's in the same shloka. в той же самой шлоке Victory or defeat. сказано: победа или поражение, позор, бесчестие или You do your service. почет. Yes. Whatever the result comes, if you do full heart your service, whatever his result comes, this is in the hands of the Lord. It's not in my hands.
совершай свое служение, пытайся служить. Результаты, плоды этого служения не в твоих руках, они в руках Господа. You can make a beautiful offering to the Lord and He can just kick it out. It doesn't matter for Him. Можно поднести Господу пышное подношение, очень богатое, изысканное подношение, дар, подарок, пытаться сделать такой подарок, но он может с легкостью пренебрежительно это подношение оттолкнуть. Are you ready to understand the Lord is the supreme despotic person? Вы готовы принять ту истину, такое положение вещей? Верховный Господь является, можно сказать, деспотом или самодуром. That's Krishna. Krishna it can be very cruel. И это Кришна. Кришна может быть очень-очень жесток. But His cruelty makes everybody just cry in ecstasy and happiness and love for Him. Но следствием его жестокости являются слезы экстаза и любви, которые все льют по нему. That's the type of person we want to love. Это такая личность, любить которую мы все воистину стремимся. No frustration, Никакого разочарования, no divorce. никаких разводов, нет места разводу и разочарованию. And you know, I've been through fame and in fame so many times. Sometimes you're very famous, everybody loves you. Я сам, говорит Махарадж, я сам сталкивался с почетом и с бесчестием много раз в своей жизни. Иногда ты в почете, все тебя любят. But then you do something wrong, everybody hates you. Но потом стоит тебе совершить одну маленькую ошибку, и все начинают тебя ненавидеть. The same intensity they love you, they hate you now. А с той же интенсивностью, с которой они тебя любили, теперь они тебя ненавидят. С той But же you силой. told him you had so much love for me. И ты говоришь этим людям, этим ненавистникам: Господи, но ведь еще недавно вы так меня любили. And as a sannyasi is always in the spotlight to be very unfamous. Саньяси всегда находится являются объектами пристального внимания, на них смотрят, обращают пристальное внимание. But never give up. I'm not doing this for anybody. I'm not doing this for the public. I'm not doing dressing or trying to serve or trying to proceed for the public. I'm trying to do for my guru. Имеется в виду, люди обращают пристальное внимание на качество саньяси, на его поведение, его манеры, и они видят изъяны. Но то, что я делаю не для публики, не для своей личной репутации. Я пытаюсь это делать ради моих гуру. When you do something wrong, you can understand everybody's criticizing you, maybe in front of you, maybe in your back, and your ear becomes very red and hot. Когда ты совершаешь какую-то ошибку, поступаешь неправильно, то люди немедленно начинают тебя критиковать. Иногда в глаза, иногда за глаза, за твоей спиной. У тебя краснеют уши. Говорят, когда кто-то тебя критикует. Да. Yes. But if we understand, we are doing for our Lord. Но если мы понимаем, что то, что мы делаем ради нашего And if Владыки. I did wrong, trying to do some service for my Lord, and now I became very unfamous, and it can happen, so what? Если мы понимаем, что то, что мы делаем ради нашего Владыки, ради нашего Господа, если я понимаю, что в попытках удовлетворить этого Господа я столкнулся с позором, с бесчестием, что же я могу поделать? Can you imagine the depth that Arjuna, the depth of the sadness and anxiety of Arjuna? Вы можете представить себе глубину печали, природу печали, горя в сердце Арджуны. He was fighting with dear ones. Он сражался с родными и близкими. And that's why Lord Krishna gave him the foundation. He became strong, he understood, then he started shooting his arrows. Поэтому-то Господь Кришна и дал ему фундамент, дал ему почву под ногами. Имеется в виду правильное понимание того, что есть что. И когда это понимание он обрел, тогда он натянул тетиву и своего лука и стал выпускать стрелы. Krishna consciousness has to be understood in the heart, not in the brain. Сознание Кришны должно быть понято сердцем, не умом, не мозгом. We want revelation. Мы хотим откровения. And for that, to have that revelation,
we need to do just follow the Mahajans. И для того, чтобы это откровение обрести, нам необходимо лишь следовать Махаджанам, великим душам. Engage in service humbly, and if some days anger will come, lust will come, and will come. That's the main thing in our when we have religious congregation. Nobody accepts that anger will come, lust will come, jealousy will come, and greed will come. And then we become crazy, and then we go eluded. That's a fact. It is not clear to me. What about religious? You have said religious. In a religious congregation, it's very difficult for the persons to accept that those things will happen to everyone, to each one of us. For the religious people, yes, because we are in a hospital. We are practicing Krishna consciousness. Doesn't mean we are free from those bad influences or whatever you say. Мы сознание Кришны подобно больнице. Мы проходим курс лечения, но мы не можем считать себя здоровыми людьми. Поэтому для нас будет благом признать, что мы не здоровы, мы пока еще больны, и мы не свободны от этих побуждений или тенденций. Okay. Anybody with more questions or comments? Если Okay. да, пожалуйста. Would you kindly tell us about the significance of spiritual master in one's life, and what should we do to find such a spiritual master out, to meet him? Krishna says in the scriptures, Кришна говорит в священных писаниях. Acharya Mambijanyam. Он говорит, Ачарья — это я. I am the Acharya. Ачарья Мамвиджанья. Я есть Ачарья, говорит он. Just the Lord has the property, has the capacity to give himself to the jiva souls. У Господа есть способность и есть побуждение дать себя дживе, душе, живому существу. Therefore, he uses whoever he wants, his parsadas. Поэтому Господь использует тех, кого хочет использовать в качестве орудия своего откровения, своих паршада, спутников. Or in so many ways he can use someone to help you in your journey. Он может использовать любую личность, которая станет помогать вам в вашем путешествии. But the way to find this divine master who can help you. But the way to find. Да, но путь, ведущий к обретению, к тому, чтобы найти этого божественного наставника, способного тебе помочь, is to desire, deep desire. Этот путь состоит в желании, в глубоком желании. All the time, every second of your life, you have to have this desire to find your divine master, and he will reveal himself to you. You're not going to find him, but through desire, he is going to rescue you, show up in front of you. Имеется в виду желание обрести духовного учителя. Это желание должно быть глубоким и горячим, когда речь идет о таком состоянии, когда каждую секунду в своей жизни, 24 часа в сутки, ты будешь испытывать это желание обрести божественного наставника, и когда это желание придет, тогда придет отклик. And according to your spiritual fortune, called Sukriti. Все зависит от природы нашей духовной удачи, именуемой Сукрити. You're gonna recognize your guru. В зависимости от природы и характера твоей Сукрити, ты, благодаря своей Сукрити, духовной удаче, ты узнаешь, распознаешь своего гуру. The internal voice, we recognize, oh, here is my guru. I can feel something is descending through him and nourishing my heart, nourishing my spirituality. Внутренний голос скажет тебе, подскажет тебе, да, это та самая личность, это мой духовный учитель. Я чувствую, как его речи, его наставления, его учения
поддерживают меня, укрепляют меня, питают мое сердце. So pray to the Lord in your moments, in your house, in your car, walking, coming to the temple. Pray deeply. And pray means, I want to find a spiritual master, bona fide, who can guide me to the spiritual realization. Поэтому молитесь духовному учителю, молитесь всегда, чем бы вы ни занимались, на работе, дома, в машине, молите его о милости, о том, чтобы он не спаслал вам духовного учителя, послал вам руководство. Try to assess your sincerity in the highest degree as you can give. Like if you have 20% sincerity, use 100% of this 20. Пытайтесь извлечь максимум из той искренности, которая у вас есть. Скажем, если искренность это у вас 20%, то пытайтесь эти 20% использовать на 100%. Sincerity is everything in the life of the searcher. Искренность это все и вся в жизни искателя. Sincerely, I want to proceed towards my goal, spiritual goal. Я искренне хочу двигаться, идти в направлении моей цели, духовной цели. Whatever it takes. Что бы от меня не потребовалось. Какой след оставила в вашем сердце последняя встреча с Говиндой Махараджем нашим, Гурудевом? When your last meeting with Srila Govinda Maharaj took place, when it happened? Personal was in Kolkata in 2009. Yes, Maharaja, and she asked, Also. she says about like imprint, like this meeting, it created some imprint, literally she says, on your heart. What was this imprint? Well, the last contact that was something powerful for me, the last contact Yes. wasn't personal, was by phone. Ага. Он говорит, моя физическая встреча с ним произошла в Калькутте, in Calcutta, in what year? No. No, I understand. In 2000, okay, Yes. 2009. Ага, в 2009 году. Но мой последний контакт с ним, как вы говорите, оставил отпечаток, да, след на сердце. Если говорить об этом, то была даже не физическая встреча, а разговор с ним по телефону. This telephone talk. Then this 2009 was the first meeting, personal meeting with him, with Srila Gurudeva. The first. Sorry, I said the first. No, the last. Ага. Who is crazy here? No. So was the last, Yes. the last meeting, personal meeting with him. I have said it. То есть Okay. в 2009 году произошла последняя встреча, я видел его. Then I went to Brazil. Последний раз в жизни, так сказать. Затем я отправился в Бразилию. Then I felt very sad I could not go to India back. Я чувствовал большую печаль, тоску из-за того, что не мог вернуться в Индию. Srila Vaduta Maharaj called me and told me, you come to India. Шрила Вадхута Махараджа тогда позвонил мне и сказал, Махарадж, переезжайте в Индию. But I was, for many reasons, it was not possible for me to go. Но по многим причинам я не мог в ту пору поехать в Индию. Then I called Srila Govinda Maharaj. Тогда я позвонил Шриле Говинде Махараджу. Then I have to make a brick, entre parentheses, between bricks. Brickets, how you say brickets? Like when you, just one comment before end, before finish what I have to say, I want to go to my initiation day. Да, но я хотел бы отвлечься. Прежде чем я закончу эту историю, я хочу вспомнить день моего посвящения. When I went to take initiation from Srila Govinda Maharaj, he was in Brazil. And I went to him and said, Gurudeva, I want to take initiation, but just if you accept me as I am. I gave some condition. Когда я пришел к нему с просьбой о посвящении, это было в Бразилии в свое время, то я сказал ему следующее. Я сказал, Махарадж, я хочу получить у вас посвящение, но стать вашим учеником. Но я хочу, чтобы вы приняли меня таким, какой я есть. Я поставил ему условия.
Yes, that was some because I was doing so many wrong things that I don't want to cheat him or to lie to him. Потому что я делал разные, можно сказать, неправильные вещи. Я не хотел его обманывать, и я не хотел ему лгать. What was wrong, I'm not going to say because it's going to take 2 days. Я не хочу перечислять, говорить, что именно неправильного я делал, потому что список очень длинный, займет пару дней. Then Gurudeva said, "Yes, Prabhu, I accept you as you are." На что Гурудев ответил: да, Прабху, я принимаю тебя таким, каков ты есть. Jai. Then, when I called him in 2010, January 2010, И когда в январе 2010 года я ему позвонил, I told him on the phone, Gurudev, you remember you promised you would accept me as I am? я сказал ему по телефону: Гурудев, вы помните, как в свое время, давая мне посвящение, вы пообещали мне принять или принимать меня таким, какой я есть. So today I'm calling you to remind you about this. Сегодня я звоню вам для того, чтобы напомнить о том обещании. Then Gurudeva was on the phone. His voice was very, very weak, like hello, and very weak. Голос Гурудева был очень слаб. Его было еле слышно. When I remind him about his promise that he would accept me as I am, as a disciple forever. И когда я напомнил ему об этом обещании, данном мне в свое время, об обещании принимать меня в качестве ученика, независимо от моих качеств, вечно принимать меня. Then he told me, it doesn't matter whatever I will be, you're going to be always in my heart. Он сказал, with a very strong voice. Он ответил, до этого он говорил крайне слабым голосом, он едва мог говорить, но тут, когда я напомнил ему об этом обещании, он ответил громогласным голосом, он ответил, где бы я ни находился, он сказал, где бы я ни был, ты всегда, я обещаю тебе, что ты всегда будешь в моем сердце. Gurudev will never let you down. Гурудев никогда не позволит тебе, не отпустит тебя. Yes. Once Gurudev accepts you in his heart, it's forever. Если Гурудев однажды принял тебя в свое сердце, это значит навсегда. You can try to go away. Ты можешь пытаться уйти. But he will rescue you back. Но он вернет тебя обратно. I tried many times. Я пытался сделать это много раз. Then that's our divine fortune. We found a master. He's for real. И это наша божественная удача. Наша божественная удача состоит в том, что мы обрели божественного наставника, и он настоящий. He's not a fake guru. Он не является ложным гуру. He said many times, I can deliver all of you and bring you out to Goloka. Он много раз говорил, я способен спасти вас всех, освободить вас всех и вернуть вас, возвратить в мир Голоки. And that's why we all went crazy. Поэтому-то мы и сходили или сходим с ума. I saw persons coming in front of Srila Govinda Maharaj. Я видел людей, которые приходили к Шриле Говинде Махараджу. Like my father. My father could be Russian because he's very tough guy. Скажем, мой отец. Мой отец вполне мог бы быть русским, потому что он очень жесткий и суровый человек. Never cry. Он никогда в своей жизни не плакал, не лил слезы. I saw once his hands were like cutting with the sword, falling down, and he was like, "Okay, no problem." He's smoking a cigarette. Однажды я видел, как его руку порезали, или он сам порезался ножом, очень серьезно. Кровь лила рекой, но он, куря сигарету, спокойно на это смотрел. But as soon as he saw Gurudeva, но как только этот человек, этот as soon as Gurudev embraced him, как только он увидел Гурудева, как только Гурудев заключил его в свои объятия, he broke in tears like a child. Он стал плакать как ребенок, он разрыдался. I saw security guards in shopping malls. Я видел охранников в торговых центрах. I saw big tough guys, security guard. Здоровых парней. He doesn't know anything about Krishna consciousness or Gurudeva. Этот охранник, о котором идет речь, понятия не имел ни о сознании Кришны, ни о Гурудеве. Then he looks at Gurudeva. Но когда этот охранник однажды увидел Гурудева, то он прямо на полу торгового центра, супермаркета, ему поклонился. Then we've seen
many times happening. Someone come in front of Gurudev and just broke in tears. Who is this man? And looking like diving in some nectarian ocean that was oozing from Gurudeva's face and person. Такое происходило много-много раз. Я много раз видел, как люди приходили к Гурудеву, и некоторые из них, казалось бы, случайно, и когда они оказывались в его присутствии, в его обществе, то они спонтанно, они не могли себя контролировать, они начинали плакать, и они задавались вопросом, кто этот человек, кто он такой. Этот человек, который словно источает, излучает некие эманации, божественный нектар. So the last impression is, he will never let me down. Последнее впечатление, которое я получил от общения с ним таково: он никогда меня не отпустит. Any more questions? Может быть, есть еще вопросы? Пожалуйста. Были ли в вашей духовной практике кризисы, периоды смятения, и как это проходило, и какие силы прилагали, что делали? Would you kindly tell us, in your spiritual life, in your practice, there perhaps were some difficult periods, like crises, yes? I have a crisis every day. Каждый день. Я сталкиваюсь с кризисом в моей духовной жизни каждый день. This is the spirituality. It's crisis every day. It's not a petal path, like a path made of rose petals. И это не шутка. Духовная жизнь, действительно, духовная практика — это кризис каждый день. Каждый день мы сталкиваемся с вызовом, испытанием, с испытаниями. Поэтому-то и говорится, что духовная жизнь — это не тот путь, который усеян лепестками роз. But how I overcome the everyday crisis? Вопрос в том, как я выхожу из этого ежедневного кризиса. Staying with us, staying together, staying with you all. Я остаюсь с вами. Ответ очень прост. Я остаюсь с вами. Я остаюсь в обществе преданных. This is Harinama Sankirtana. Это Харинама Санкиртана. We chant the holy names of the Lord. We do service for the Lord. We talk about the Lord together. Мы поем святые имена Господа, мы беседуем о Господе, мы прославляем Его вместе, совместно. But crisis, there is no stop for the crisis. Но кризис — это нескончаемое явление. If you were hoping, И если вы надеялись на то, что их можно превозмочь, вряд ли. means, no crisis means neutral. Отсутствие кризиса подразумевает некое нейтральное состояние. No crisis means you became a stone. Эквилибриум. Отсутствие кризиса — это состояние камня. But what the crisis brings to you, Но что кризис приносит вам, дает вам? if you accept as the sweetest mercy of the Lord, something happening in your life that creates this crisis, if you accept this is my own karma, that's my medicine, and that's not just the medicine, it's the sweetest mercy of the Lord. Если мы принимаем эту идею, представление, согласно которому кризисы в нашей жизни, испытания, трудности являются не просто следствием наших прошлых действий, нашей кармы, но сладчайшей милостью Всевышнего Господа, об этом идет речь. Everybody lives in crisis. Все люди, все обитатели этого мира живут в состоянии кризиса. Materialistic people Материалисты живут в этом состоянии. and spiritualists. И духовные люди, спиритуалисты, также живут в этом состоянии. But one is wasting time and not using fully the opportunity of being a human body. Но материалист просто напрасно тратит свое время. Он не пользуется тем преимуществом, тем шансом, который дает ему пребывание в человеческом теле. But the spiritualists, they taking the chance to proceed towards Goloka. Тогда как спиритуалист, искатель духовного, пользуется этим шансом
шансом человеческого рождения и совершает свой путь, движение в сторону Голоки. Can you believe like Arjuna was in crisis? Вы способны поверить в то, что Арджуна сталкивался с кризисом? Vedavyas had some crisis. Ведавьяса переживал в своей жизни кризис. And if you see in the scriptures, every devotee, they have their own peculiar times where they have to cross. Of course, higher souls, different kind of crises they are having. In our level, we have our own day-to-day difficulties, but we have to proceed. Если вы посмотрите на Священное Писание, то вы увидите множество примеров преданных, которые сталкивались в своей жизни с кризисами. Конечно, есть градация, и те испытания, с которыми сталкивались эти великие преданные, о которых говорит Шастра, их случай, может быть, отличается от нас. Мы сталкиваемся с нашим личным кризисом, трудностями, испытаниями изо дня в день. So make a plan, a nice plan. Don't be far from the devotees. Everything must be tied. Try to tie your... We have a tiny boat. У нас наша лодка, на которой мы плывем, крошечная лодка, это маленькое судно, маленький корабль. Необходимо накрепко привязать его к преданным. Необходимо разработать план и неукоснительно этому плану следовать. И главная составляющая этого плана всегда находиться в обществе преданных. We have this, we call in Portuguese, escafandro. Мы, we also say, мы говорим скафандр. So we have a scaphandro to swim in the material ocean. Скафандр, подобная привязанность к обществу преданных, есть скафандр, который позволяет нам плавать в океане материального существования. So try to make your scaphandro always tied in Krishna consciousness. Пытайтесь всегда жить в этом скафандре. Каковым скафандром является связь, привязка себя к сознанию Кришны. Otherwise, the scaphandro will take some waves and will go very far. И в таком скафандре мы можем заплыть далеко. Then if you have money to buy a house or a flat, buy near the temple. If you want to make things with friends, do with the devotees. And if you desire that, the Lord will supply. It's not in our hands, but He will fulfill. I want everything related to the Lord's service. All my life has to be tied, then in such a way that I cannot be free anymore. Все аспекты нашей жизни следует связать с преданными, о чем бы ни шла речь. Если у нас появляются средства на покупку дома, то этот дом стоит купить рядом с храмом. Если мы затеяли жениться и выйти замуж, то нам стоит жениться и выйти замуж за преданных. Если мы с кем-то дружим, то пусть мы дружим с преданными. Если мы что-то делаем, то пусть мы делаем это что-то в обществе преданных. Таким образом, мы не должны оставить, мы должны обустроить нашу жизнь таким образом, чтобы у нас не осталось никакой лазейки, возможности общества преданных покинуть. This is just a scaphandro. Это просто скафандр. But sometimes the scaphandro wants another scaphandro and make little scaphandro. Но иногда этот скафандр хочет общества другого скафандра, и в результате связи этих двух больших скафандров на свет появляется третий, маленький. Make it in Krishna consciousness. Так пусть все это происходит в сознании Кришны. So do whatever you need to do in this life, always in Krishna consciousness, and your life will be successful. Что бы мы ни делали, что бы нам не требовалось делать в нашей жизни, мы должны стараться делать все в сознании Кришны, и тогда наша жизнь увенчается успехом. У меня есть 3 вопроса. Первый вопрос. Какие практики йоги, возможно, вы практикуете? Второй вопрос. Как вы относитесь к вашим болезням и как вы их лечите? И третий вопрос. Возможно, когда вы только встали на путь вашего развития, вокруг вас были люди, которые вас не понимали. И они могли реагировать негативно, в том числе на банальные вещи, такие как не передать алкоголь, не есть мясо. И высказывали свою точку зрения. И не было ли у вас такого, что вы боялись некоторым людям донести свой новый взгляд на мир, чтобы они не оценивали вас негативно? Что вы делали с этим? So, 3 questions are there, she says. The first question... has to be. The first question is, do you follow any practices or forms or systems? Sorry? Do you follow, she's asking, any kind of yoga, or what kind of yoga system
of yoga you follow? Then the second question is about... Второе вы спросили о... болезни. Ага. Do you face diseases in your life, and when it happens, what cures, what remedies do you use? And the third question is about when you came to this movement, she says, then perhaps people who were around you, they couldn't understand those prohibitions, like rejecting alcohol, rejecting meat, and how you reacted, how you were trying to explain towards your surroundings what is what. Well, at that time, when I accepted the rules, I didn't want to explain to anybody. В то время, когда я стал следовать, Махарадж начинает с конца, да, с последнего вопроса, он говорит, когда я в свое время стал следовать правилам и предписаниям, как вы сказали, то есть отказался от алкоголя, мяса и прочее, я никому об этом не говорил. We had Brazil, we had a kind of free life. Since we were kids, you have a kind of free life. I used to steal alcohol from my father. Alcohol means beer. Мы в Бразилии, мы были весьма свободны. Я был свободен, Махарадж говорит. Я воспитывался и в детстве, и в юности я был очень свободен. Никто мне не диктовал, не говорил мне, что делать. Я помню, как подростком я постоянно воровал у отца пиво. Then everything was for the take. Alcohol, drugs, girlfriend, boyfriend. I think it's everywhere, but in Brazil it's very intense. Имеется в виду, говорит он, бразильская культура очень либеральная культура, свободные нравы, поэтому все спокойно смотрели на то, что молодые люди пили алкоголь, и на наркотики, и на секс, все относились к этому свободно. Я думаю, сейчас, говорит он, во всем мире приблизительно так, но Бразилия особенно открыта в этом отношении. But I never saw that those activities were bringing real happiness to anybody. Но я, по правде говоря, никогда не видел, чтобы эти явления, подобный образ жизни или подобное наслаждение, делали кого-то по-настоящему счастливым. Then when I accepted the rules, I was happy and I was not trying to prove to anybody. Поэтому, когда я стал следовать так называемым регулирующим принципам, отказался от мяса, алкоголя, интоксикации и незаконного секса, то я был очень-очень счастлив. Но я никому это не навязывал и не пропагандировал. But those rules are important to keep some healthy spirituality. Эти правила, эти регулирующие принципы важны и полезны для того, чтобы помочь человеку жить духовной жизнью. But there are more important rules to live in. Но существуют гораздо более важные правила, которым необходимо следовать. Means Trinadapi Sunichanata Rorapi Sahisnuna Manina Manadena Kirtanya Sadahari. To be humble, to be tolerant, offer honor to every living being and not accept honor. Those are real rules for spirituality. Существуют правила, обладающие большей значимостью, нежели регулирующие принципы, и эти наиболее важные правила суть смирение, терпимость, необходимость быть смиренным, быть терпимым, терпеливым и оказывать почтение окружающим, не ожидая почтения в свой адрес. Эти максимы, эти правила являются первостепенными для нас. Those are real rules Это for подлинные, spirituality. настоящие правила духовности. The other is like dieting. Тогда как регулирующие принципы, подобные рациону, подобны определенной диете. You have some prescription of the doctor, he gives you some medicine, and he gives you also the kind of food you have to take and the kind of food you cannot take. Доктор лечит тебя, твой лечащий врач дает тебе определенное лекарство, и он дает тебе предписание, рекомендации, какие продукты есть можно, каких продуктов следует избегать. If you want to be healthy, so you have to avoid some spiritually. It's good if you avoid some activities. Если ты желаешь быть здоровой, то лучше избегать определенных действий. But the main thing is to practice spirituality with humility, tolerance, and offering honor to everybody. Однако главное, первостепенное, пытаться жить духовной жизнью
будучи, пытаясь быть смиренным, терпимым, терпеливым и оказывать почтение другим. When you want to fill a cup of water, you don't have some machine to pump the air out, then fill the water with the water. What about machine? I knew you would ask again. Yes. You are so sweet. When you have a cup to Yes. fill with water, you Yes. have air Yes. inside. So we don't need a pump to take the air out, then put water. Когда у тебя есть стакан с водой, то в воде заключен воздух, да? Но мы не берем некий насос, не выкачиваем этот воздух для того, чтобы долить воду. Мы просто наливаем еще воды. But when you put water, the air naturally comes out. Когда мы наливаем воду, то пузырьки воздуха естественным образом поднимаются со дна. So if you follow the prescription of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and his prasadas, chant, dance, take prasadam and be happy. Если мы следуем наставлениям, учению Господа Чайтаньи Махапрабху и его спутникам, Some Как- bad как- activities can still stay with you for some time, but then it will go like the air when you fill the cup. yes, предписаниям, если мы следуем их учению, они призывали людей петь Святое имя Кришны, танцевать и принимать прасадам. Если мы следуем этому, то наши привязанности или дурные привычки постепенно уйдут, подобно тому, как пузырьки воздуха поднимаются на поверхность, достаточно просто наливать воду в стакан. Then that was one question. Then the second question. Ага, то был ответ на один вопрос, а второй вопрос был, the question was about diseases, the second one. When you are ill, how do you counteract? I like to treat naturally. Что касается второго вопроса, когда вы больны, то какими лекарствами вы пользуетесь, да? Да, и как относитесь к болезни? Ага, и как относитесь с болезнями? And also she says, and what is your like attitude towards diseases? Well, Yeah. I try Yes. to be positive, Yeah. and I try to find natural ways to deal with the disease. Прежде всего, я пытаюсь, говорит он, использовать натуральные средства в качестве лекарств. Что касается моего отношения к болезням, я пытаюсь видеть их в позитивном свете, относиться к ним позитивно. And I don't go to see a doctor. Я не хожу по врачам. Yes. Sometimes I go, but if they have the same kind of the same mentality to cure me in a natural way, with food, with herbs, with things that the Lord provides in many ways. You can find those herbs and etc. Whatever it takes. Я посещаю только тех лекарей, тех докторов, врачей, которые склонны к натуральным методам лечения. Они в качестве лекарства предписывают диету, определенный образ жизни, натуральные средства. Таких врачей я не избегаю. But I'm not closed for the allopathy. I'm not closed for anything. There is one sage in India. He came. His name was I think Charaka Muni. Чарвака. Yes, Yeah. Charaka Muni. And he said, there is nothing in this world that cannot be used for medicine. Yes. Но в то же время я не являюсь жестким противником аллопатии, то есть западной медицины. Был такой мудрец в Индии по имени Чарвака Муни, который говорил, все в этом мире можно использовать в качестве, по назначению, можно использовать во благо. И я придерживаюсь такой же точки зрения. And the third question? The first one. I mean, yes, the okay. third or the first, you know. Первый вопрос был йога. А что именно? What kind of yoga do you practice, do you follow? Football yoga. Йогу футбола я практикую. I do some asanas sometimes. Иногда я делаю асаны. I'm very bad. I'm very like hard body. It's stiff. How you say like when the body is very Yes, I understand. not flexible. I don't know the Not word in flexible. English. Я очень плохо в этом отношении, говорит он. Мое тело совершенно не гибкое, оно одеревеневшее, не гибкое, я лишен гибкости. But I'm not a good practitioner.
You are not a good I am practitioner. not. Я плохой практикующий йогу. But when I do something like some asanas, I feel some improvement in my health condition, no Но doubt. когда я следую этому все же отчасти, то есть я совершаю какие-то асаны, то я чувствую, могу вам признаться, я чувствую реальный эффект, положительный эффект от этих упражнений. And I think it's one of the best methods we have to keep a sane body. И я думаю, что это один из лучших методов сохранения в теле здоровья. One day, one German man was discussing with me that swimming is better. Однажды один немец, я беседовал с одним немцем, этот немец говорил мне, он считал, что лучше всего плавание. For health, to keep a healthy body. Для здоровья, для того, чтобы быть здоровым, говорил он, плавание незаменимо. And I told him, yoga asanas is better. Я отвечал ему, по моему мнению, йога-асана лучше. Then he said, why yoga asana? Angry. Why yoga asana is better? И он был уже разгневан на меня. Он сказал, да с какой стати? Почему вы так считаете? Йога-асана лучше. Because it's easier to have a yoga mat than a swimming pool. Потому что всегда легче иметь коврик для занятия йогой, нежели целый плавательный бассейн. You can carry your yoga mat and you are at the airport, you do something and you don't have at the airport one swimming pool. Maybe. Коврик I don't know. можно носить под мышкой. Да, где бы ты ни находился, в аэропорту, да, ты можешь расстелить коврик, сесть и выполнять упражнения, но плавательный бассейн под мышку не засунешь. Okay? Да. Махарадж. Я хотел спросить о каких материалистических привязанностей сейчас хотите вы? Видимо, как-то у вас происходит, какие у вас есть привязанности. И есть ли какие-то привязанности вообще, такие, о которых вы считаете, которые имеете незазорно в плане, с которыми можно, в принципе, смириться? He says something like this, that perhaps you have some material attachments still, and what are them? Would you kindly tell us what are them? And in your opinion, are there any material attachments? He uses this expression. I don't know what exactly he means, but he says like this. So, what material attachments, in your opinion, are they tolerable? You can have it, you know. Yes. Basically, there are three material attachments. По большому счету, если мы говорим о материальных привязанностях, They are the source. существует три привязанности. И это источники, первоисточники всего остального. From those three, all other material attachments develop. Из этих трех материальных привязанностей рождается великое многообразие, множество материальных привязанностей. In Sanskrit, we call them kanak, kamini, pratishta. В санскрите для описания этих привязанностей используются такие термины, как канак, второй камини и третье пратиштха. Kanak means desire to acquire, to accumulate wealth, energy. Канак означает стремление к богатству в широком смысле слова, стремление иметь, распоряжаться энергией. Kamini means the desire to have affectionate relation with the opposite sex. Камини означает стремление к контакту, к союзу с противоположным полом. And pratishta means desire for power, for being famous and powerful. Пратиштха же есть стремление к положению, стремление занять некое положение, быть известным, иметь репутацию, славу. Social status, he says. Yes, social Да, status, вы можете- power, Yes. Власть, popularity. популярность, социальный статус, власть, все это включено в понятие My пратиштха. opinion Yes. is better than yours, and I do whatever it takes to shut your mouth. I can kill you with my power. This is pratishta. Пратиштха — это подобная позиция, когда человек искренне считает, я знаю лучше, чем ты, я прав, ты заблуждаешься, и я вправе закрыть тебе рот. Lots of this in the politician field. They are always
playing with this Yeah. pratishta. Мы видим, как политики, лидеры общества, они постоянно играют с пратиштхой. But now I want to understand the tolerable part of that. You know, what kind? Because he's asking, what is tolerable? Yes, но я пытаюсь понять, говорит Махарадж, ту часть вашего вопроса. Вы спросили, если мы правильно поняли и перевели, вы сказали, какие материальные привязанности, на ваш взгляд, терпимы? С какими из них можно смириться, да? Да. Да. Yeah. I don't understand Russian, but I understood it's a little confused. Yes. Some of them can be tolerable. We can just live with them, and he's asking about such tendencies. No, this is Attachments. good question indeed. It's tolerable until it becomes intolerable because it's disturbing your spiritual path. Да, это хороший вопрос. Мы не шутим, это хороший вопрос. Некоторые привязанности могут быть терпимы для тебя до тех пор, пока они не становятся препятствием на твоем духовном пути. Until when a fat body is tolerable. Скажем, полнота терпима, но когда она превращается в ожирение, она становится нестерпимой. I know many people, they are chubby, they are fat, they are happy. Я знаю многих полных людей, грузных людей, они вполне счастливы, довольны жизнью. Maybe someone is not happy because the person is fat, but that's not the case. The person is happy. Конечно, есть и, так сказать, толстяки, толстушки, которые страдают от своей полноты, но и несчастны. Но я говорю о счастливых. But if the person has some target and the fat is disturbing, но если у человека есть некая цель и излишний вес препятствует достижению этой цели, or something like, oh, she doesn't like me because I'm fat. Или, скажем, парень говорит, я ей не нравлюсь, потому что я слишком толстый. I cannot run the marathon because I'm fat. Или, скажем, кто-то говорит, я не в состоянии бежать марафон, потому что мне мешает избыточный вес. So the intolerable comes when it's intolerable because it's disturbing your spiritual path. Таким образом, привязанности становятся нестерпимы тогда, когда они препятствуют нам жить духовной жизнью. Wow, you raised your hand. Yes, Now yes. I'm. Махарадж, ну вот мы разобрались, сделали счастливыми все свое окружение, позанимались йогой, стали здоровыми. И вот наконец-то настает ситуация, мы остаемся один на один сами с собой, берем четки и начинаем повторять мантру. И я хотел узнать, каково должно быть наше мышление в этот момент. Essentially, he's asking, what should be our mentality, our mood, while we are trying to chant the holy name? Trinada pisu nichana tarora pisa hisnuna mani namana dena kirtanya sadahari. Такое настроение. Is the Lord. What did he say? I said such a mood. I said. Okay. Yeah. Okay. You know, we can chant the Lord's name forever in this conscience. В этом сознании, сознании Тринада Пису Ничина и так далее, то есть смирение, терпимости и почтение ко всем, без ожидания почтения к себе, мы можем повторять, призывать имя Господа вечно. But we all think this shloka as something that it's a law. Wow. Yeah. That this shloka is something like what? A law. Law. Yes. Но мы можем думать порой, что это шлока, это нечто вроде закона. But I was reinitiated in this shloka. Но я был реинициирован, повторно посвящен в эту шлоку. One day I went to see Srila Govinda Maharaj in his veranda. That was time for my job. Однажды я пришел на веранду Шрила Говинды Махараджа. Then when I opened the door, two girls are fighting, fist fighting. Я служил ему, я был его личным слугой, и мой долг состоял в том, чтобы приходить на веранду каждое утро. Я пришел, я открыл двери на веранду, я увидел следующее зрелище, предстало моему взору, я увидел, как две девушки дрались. I will not say names. Ну, я не назову вам имен, But when I arrived at the scene, one threw another in the windows, like, blah!
big noise. Но когда я пришел, я как раз застал тот момент, когда одна толкнула или швырнула другую в окно. What kind of jiu-jitsu? Girl fight. Like. Anyway, when I saw that they were fighting, but they were fighting for a good reason. That was for service, but when I saw, I said, Дрались они в действительности дрались из-за служения, они соперничали. Каждый хотелось послужить, то есть мотивация их была хорошей. then I told them, you stop immediately. Я сказал им, немедленно прекратите, я им сказал. It didn't work. Это не сработало. Они не послушались. Then they stopped by themselves. Но в конце концов они сами успокоились и остановились. Then Gurudeva came and sat in front of one of them. Затем пришел Гурудев, Шрила Говинда Махарадж, и он сел перед одной из них. And the lady was crying. Она Crying, плакала, crying. эта девочка плакала. Then Gurudeva sat with his beautiful form and face and he said, you have to tolerate. Гурудев, с его прекрасный образ, его сладостная улыбка в таком чарующем облике, с улыбкой, сладостной улыбкой на устах, он сказал ей, ты должна терпеть. Then I heard from distance and I ran to sit nearby because I want to hear all the talkings. И когда я услышал эти слова, я находился на каком-то расстоянии, я немедленно к ним приблизился и сел, чтобы послушать. This was very bad because I was nosing the situation. И это было очень плохо, потому что я влез, вмешался в эту ситуацию. But I sat nearby, then Gurudeva turned to me. Но я сел рядом все же, и Гурудева повернулся ко мне. Then Gurudeva said something that was really like was a strike in my heart. И он сказал нечто, что было воистину подобно, поразило меня, словно удар кинжала в сердце. Gurudeva, that was my reinitiation. И то, in я the считаю, shloka. этот эпизод, эта шлока, которую он произнес, то и была моя реинициация, то есть повторное посвящение. And he took the attention from the girl and turned to me and said, you are tolerating, but you are tolerating because it's a law. Он отвернулся от девочек, и от этой девушки, и он обратил свое внимание на меня и сказал мне, ты терпишь, но ты терпишь, потому что ты следуешь некому закону. Tolerating by law has some short life. Но терпимость, которая вызвана законом, которая предписана в качестве закона, правила, недолговечна. Humility by law has a short life. Смирение, продиктованное законом, недолговечно, And живет also недолго. giving honor just because it's in the book, it's also has a short life. И также, если мы оказываем людям почтение, мы почтительны с ними, потому что в священных книгах сказано о необходимости быть почтительным, мы недолго сумеем оставаться такими. Not desiring also honor just because it's in the book, also short life. И также не желать почтения в свой адрес лишь на том основании, что так сказано в книгах, это также недолговечное явление. Then Gurudeva said, you need to tolerate with love and affection. Далее Гурудев сказал, ты должен терпеть, движимой любовью и нежностью, сердечным теплом. Love and affection. Trinadapi Sunichana Shloka is not a mechanical attitude. Шлока Тринадапи Суничана, идея этой шлоки. Речь не идет о неком механическом отношении или механической позиции. It's a deeper, it has to come from the heart, from the deepest core of your existence. Речь идет о том, что эти качества, смирение, терпимость и почтение, должны рождаться в глубине сердца, в глубинах твоего существа. And in the depth of your heart, you're going to find love and affection. И в глубине сердца как раз можно найти и обрести те самые любовь, нежность, сердечное тепло. How the mothers and the fathers, how they have so much tolerance for the kids. Как матери и отцы терпят, проявляют крайнюю степень терпения, когда речь идет об их детях. And it's forever, until death. И родители так относятся к детям до конца их дней, It's out of affection. до самой смерти. Речь идет о такой любви. So we need to find affection, we need to find our affectionate heart, and then
humility, true humility will come to you, understanding your size, true tolerance will come to you, because they are entities, they will come to help you. But you need an attitude, you need to search in your heart, you need to pray. Gurudeva Kripa Bindu Diya means that kind of realization. We need to realize humility, tolerance, offering honor, not accepting honor, from the depth, the deepest core of our heart. Мы нуждаемся в том, чтобы эти качества не зашли в наше сердце. Эти качества, в известном смысле не качества, но живые существа. И они могут по своей милости к нам прийти. Но для этого необходимо их просить и просить искренне и горячо. Мы говорим: Гурудев Крипа Бинду Дия, Гурудев, одари меня каплей милости. Если эта капля милости прольется, тогда произойдет чудо, тогда в глубинах сердца подлинное смирение, подлинная терпимость и подлинная почтительность родятся. Otherwise it becomes something like, oh, Dandavat Pranams Prabhu, I hate this guy. А иначе мы останемся на том уровне, когда внешне мы можем выражать почтение, говорить Дандават Пранам Прабху, но внутренне ненавидеть этого человека. So we need to practice spiritual life in a different way, not just mechanically. We have to search internally our practices, and then that's what means Harinama Sankirtana. В этом смысл Харинама Санкиртана. Смысл Харинама Санкиртана состоит в глубинной или глубокой практике. Не в том, чтобы оставаться на поверхности, но в том, чтобы идти в глубину. Mahaprabhu said that's the only rule, indeed. That's the only rule. With that rule you can proceed chanting the Lord's names forever. Махапрабху сказал: в действительности это единственное правило. В духе смирения, терпимости, почтения можно киртане сада, можно вечно воспевать святое имя, призывать святое имя Господа. And this is personal. I'm not talking in the name of my Guru. This is a personal view. И это моя личная точка зрения. Я не говорю сейчас от имени моих гуру. Yes. Just use common sense. I mean, the 4 rules, some people are always bragging, you have to follow this, you have to follow that, you have to follow that. You just follow what's possible, but don't stop serving the Lord. Просто я советую, говорит он, опираться на здравый смысл. Некоторые люди зациклены на регулирующих принципах или разных других принципах. Они говорят: ты должен неукоснительно следовать этому, неукоснительно следовать тому, третьему. Но исходя из здравого смысла, нам стоит следовать тому, чему мы в состоянии следовать, и пытаться непрестанно призывать святое имя Бога. I know some people, they were trying to follow strictly the 4 rules and regulations that for years. He was like brahmachari and following the 4 rules. That was his life. Then he fell. Я знал многих людей в своей жизни, которые на определенном этапе своей жизни очень строго соблюдали 4 регулирующих принципа и правила и предписания. Эти люди были брахмачари, были саньяси, и они были, казалось бы, весьма строги. Но впоследствии они лишились этого положения. Fell means he stopped following some rules. Они упали. Упали означает пали. Что значит пали? Это значит, что этот человек перестал соблюдать регулирующие принципы. But because he was always been thinking about the rules, he became depressed, but he never stopped to speak about Krishna. Этот человек, поскольку он был настолько привязан к этим принципам, он и на определенном этапе он оказался не в состоянии им следовать, конечно, он впадал в депрессию. He's 40 years serving Krishna every day and talking about Krishna non-stop. Но этот человек говорил о Кришне 40 лет своей жизни. Этот человек каждый день проповедовал, каждый день рассказывал людям о Кришне. Because he's humble, he's tolerant, and he offers honor to everybody. И такой человек смиренен, он терпелив, терпим, и он оказывает почтение другим. But between being humble and tolerant, But what? between being humble, Yes. Но между смирением и терпимостью или терпением, he smokes a cigarette. Он курит сигареты. But he never stops talking about Krishna. Этот- He never took his heart from his offering. So what is more important? А, And he's always thinking he's very falling because he's smoking a cigarette. Речь идет о некотором конкретном человеке, который 40 лет проповедует, рассказывает людям о сознании Кришны, и
он смиренен, терпелив и почтителен, но при этом он курит сигареты, но он продолжает рассказывать людям о Кришне, не отказываясь при этом от своей привычки и считая себя очень падшим, потому что он курит. I'm not telling you not to go out and buy cigarettes. And he said we can buy cigarettes. Я не говорю, естественно, поймите меня правильно, я не говорю, что я не призываю никого начать курить. Or vodka. Или пить алкоголь. И It's up to us, to our decision. We have individuality and free will. это зависит от нас, это наше индивидуальное решение, наш свободный. We don't have some spiritual system like Gestapo, like police fiscalizing, or I don't know if this is a word. I understand, Maharaj, what you mean. Это наш свободный выбор. У нас нет системы некой внутренней полиции, гестапо, у нас нет фискалов, да, то есть доносчиков, которые бы следили за моральным обликом и поведением членов организации. Like someone goes to my luggage, Maharaj is eating chocolate. Скажем, кто-то, да, такой фискал может залезть ко мне в багаж, сумку, порыться, посмотреть, что там, и сказать: о, Махарадж, оказывается, тайком ест шоколад. Так вел себя Рамачандра Пури. Yes. Looking Mahaprabhu's like some ants. Yes. In Mahaprabhu's quarters and room, and he's eating sweets. That's why he has ants in his room. Рамачандра Пури увидел муравьев в комнате или в том месте, где Махапрабху принимал прасадам, и там были муравьи. Этот Рамачандра Пури заявил: поскольку здесь муравьи, это значит, что этот саньяси по ночам тайком ест сладости. Spiritual life is personal. Духовная жизнь личностна. But unfortunately, we want to it's self-realization. Это вопрос самореализации, самоосознания. But it's easier to realize the other, all the faults of the other. Но себя осознать или самореализоваться не так-то просто. Гораздо легче осознавать других людей. Имеется в виду осознавать их изъяны и недостатки. Gurudeva said, my religion is to find fault in myself. Гурудев Шрила Бхактисундар Говиндадев Госвами Махарадж имел обыкновение говорить: моя религия состоит в том, чтобы находить изъяны в себе. And being humble, tolerant, and offering honor to everyone. И быть смиренным, терпимым, терпеливым и оказывать почтение окружающим. I'm not in favor of anybody doing something that is against their health and their life. Я неблагосклонно. Я против того, чтобы кто-то делал какие-то вещи, которые вредили бы здоровью и счастливой, благополучной жизни этого человека. But I'm not in favor to neglect anybody. Но, то есть я против вредных привычек, против таких явлений, негативных, но в то же время я против того, чтобы кем бы то ни было пренебрегали. Lord Nityananda, he doesn't neglect anybody. Господь Нитянанда никем не пренебрегает. That's the other way around. He wants to give for those who have more difficulty. Больше того, он стремится дать, Господь Нитянанда, стремится дать больше тем, кто испытывает наибольшие трудности. Okay? Yes. Прабhu, Yes. Еще вопросы? Dandavati. Happy to see you too. Well, as far as I understand, first of all, she refers to this shloka of Srila Rupa Goswami, Aheriva Gatif Premna Svabhava Kutila Bhavet, that the ways of divine love, they are like zigzag, like snake, yes, crooked way. She says, we know two things, love for the Lord and love for the devotees. Would you explain the interconnection of those two kinds of love, like love for the Lord and love for his devotees, and how to understand this idea of Sri Rupa
in connection, in relation to those two kinds of love. Srila Rupa Goswami is talking about, he's speaking from a very, very high, or the highest position possible. Шрила Рупа Госвами, когда он говорит о том, что пути божественной любви извилисты и подобны движению змеи, которая никогда не ползет по прямой, но всегда движется зигзагообразно, он говорит о некой очень высокой перспективе, очень высокой точке зрения. So I really don't feel I'm qualified to analyze Rupa Goswami's shlokas or quotation. Я не чувствую себя квалифицированным, имеющим качества, которые позволяли бы мне комментировать или анализировать идеи, заключенные в стихах Шрилы Рупы Госвами. But we all know that the Lords declare, those who love me, or those who are my devotees, they are not really my devotees. But those who are devotees of my devotees, they are really my devotees. Но если оставить в стороне Шрилу Рупу Госвами, то мы знаем в целом, что Всевышний Господь говорит, и эти слова, Его слова, есть в Священных Писаниях. Он говорит, люди, утверждающие, что они преданы мне, не являются моими преданными. Но люди, которые преданы моим преданным, воистину преданы мне. In my neophyte stage of behavior and consciousness, Я, будучи неофитом, будучи человеком начального уровня, в смысле моего сознания и моего поведения, I feel as priority to relate, to exchange our love and affection with the devotees. я чувствую, что для меня приоритетом, первостепенным явлением служит общение с преданными, любовное, любящее взаимодействие с ними. Srila Rupa Goswami is speaking as someone who is living with the Lord in the supreme service, the supreme abode, means Goloka Vrindavana. Шрила Рупа Госвами говорит как один из вечных спутников Господа, как один из обитателей мира Галоки Вриндавана. But who is my Lord? Но он живет со своим владыкой. Но кто мой владыка? Кто владыка? Господь для меня. My Lord is Srila Govinda Maharaj. Мой Господь, мой владыка есть Шрила Говинда Махарадж. He is the supreme personality of Godhead for me. Для меня он верховная личность Бога. Because Krishna says, I am Acharya. Поскольку So in that personality, he's being fully represented. Поскольку Кришна говорит, Ачарья — это я, соответственно, в Ачарье Кришна, Верховный Господь, представлен, проявлен в полной мере.